Это событие произошло 10 февраля в 2013 году. Джессика Нельсон работала с 25-летней девушкой по имени Таша Люсия. Женщина была обеспокоена, когда не смогла связаться со своей коллегой. Она позвонила ей несколько раз, но ответа не было. У Джессики было чувство, что что-то не так, поэтому она позвала другую свою коллегу, и две женщины отправились в дом пропавшей девушки. Таша жила не одна, она делила дом со своим парнем Робертом Кронсбергом на острове Джеймс, штат Южная Каролина. Когда Джессика и ее коллега приехали в дом пары, они несколько раз постучали в дверь, но ответа не последовало. Они заметили, что окно гостиной было открыто, и они забрались внутрь. Они сразу заметили, что Роберт был дома, так как услышали громкий храп, доносящийся из одной из спален, и когда они заглянули внутрь, Роберт спал на кровати. Женщины разбудили его и спросили, где Таша, но они не поняли слова, которые он произнес, поскольку это было неразборчивое бормотание. Слова, которые он говорил, не имели смысла, поэтому они обыскали дом в поисках девушки и нашли ее лежащей на кровати в другой спальне. Когда женщины подняли простыню, которой была накрыта Таша, они увидели большой нож, торчащий из ее груди. Таша была мертва. Две женщины были так напуганы, что выбежали на улицу с криками и позвонили в экстренную службу. Некоторые из друзей девушки видели синяки на ней раньше, а некоторые знали, что Роберт причиняет ей боль и периодически избивает, но они никогда не верили, что он способен на большее. Друзья знали, что у них были нестабильные и токсичные отношения, они всегда ссорились, расставались, но затем снова сходились. Роберт был арестован, детективы объявили, что не ищут никого другого на основе найденных улик и доказательств. Они обвинили мужчину в убийстве и незаконном хранении оружия, но Роберт не признал себя виновным. Обвинение утверждало, что пара часто ссорилась, и что 10 февраля 2013 года один из этих споров трагически привел к смерти девушки. Они утверждали, что 9 февраля Таша встречалась с друзьями. Суд узнал, что Таша проводила время с друзьями и веселилась на вечеринке, и присяжным были показаны фотографии улыбающейся девушки, сделанные за несколько часов до ее смерти. Роберт в тот день был на работе, а после отправился на вечеринку. Но обвинение сообщило присяжным, что несмотря на то, что Роберт пропустил основную часть вечеринки, это не помешало ему поссориться с девушкой с помощью сообщений. Обвинение сообщило суду, что поведение девушки изменилось, когда она получила сообщение от своего парня. Присяжные услышали, что ссора обострилась, когда пара вернулась домой. Они стали спорить о бывшем парне девушки. Обвинение рассказало присяжным, что словесная ссора переросла в физическую драку. Таша получила удар молотком по голове и стала звать на помощь. Роберт решил эту проблему по-своему, он начал душить девушку, но на этом он не остановился. После того, как он задушил ее, он отправился в комнату и услышал, как девушка приходит в чувство. Тогда Роберт пошел на кухню, взял мясницкий нож, вернулся и нанес 15 ударов. Суд узнал, что когда приехала полиция, Роберт лежал в постели, а когда его разбудили, он сидел с дикими глазами и что-то бормотал. Полиция обнаружила на прикроватной тумбочке бутылку водки и легкие запрещенные вещества. На левом запястье мужчины была вертикальная рваная рана. Роберт утверждал, что он дважды пытался покончить с собой, но это не сработало. Суд заслушал показания одного из друзей обвиняемого, который согласился дать показания от имени обвинения. Мужчина сказал, что они были хорошими друзьями и оба работали вместе в одном из кафе на острове Джеймс. Он показал суду сообщения, которые были отправлены с телефона обвиняемого. В сообщении 4 раза был написан номер 911. Мужчина перезвонил, и Роберт сказал: «Я только что убил свою девушку». Мужчина рассказал, что он дружил с Робертом в течение длительного времени и даже помог ему получить работу, поэтому, когда он услышал это, он подумал, что Роберт просто шутит.
Мужчина работал с ним накануне вечером, и он знал, что Роберт пошел на вечеринку после работы, поэтому сначала он не воспринимал это всерьез, поскольку предполагал, что Роберт был пьян. Но вскоре он понял, что это не шутка. Он знал, что Роберт ссорился со своей девушкой в тот день, но не осознавал масштабов ссоры, пока Роберт не изложил, что он сделал. Когда суд спросил у мужчины, звонил ли он в полицию, он подтвердил, что он этого не сделал, поскольку Роберт заверил его, что он сдастся на следующий день. Прокурор заявил присяжным, что не должно быть никаких сомнений в том, что Роберт виновен, и признать его виновным было легким решением для них. Защита сообщила присяжным, что Таша действительно убита Робертом, и этот факт не оспаривается. Адвокат обвиняемого сказал, что смерть девушки не была убийством. Это было стихийное преступление на почве страсти, поскольку они спорили о бывшем парне погибшей девушки. Защита призвала присяжных сосредоточиться только на фактах и не позволить эмоциям мешать. Адвокат сказал, что в данном случае Роберт вышел из-под контроля, и это не было актом злого умысла. Все это было сделано в неконтролируемом безумии с алкоголем. Если бы Роберт не был в состоянии алкогольного опьянения, он бы не убил свою девушку. В ту ночь он не мог контролировать свои собственные действия. Судья сказал присяжным, что хотя мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, и они могут признать его виновным в этом обвинении, они также могут рассмотреть обвинение в непредумышленном убийстве и признать его виновным в этом меньшем преступлении, если они сочтут нужным. Присяжные посовещались и признали, что Роберт виновен в убийстве и в незаконном хранении оружия во время совершения насильственного преступления. Роберт начал ругаться в этот момент в зале суда, и его пришлось выгнать, чтобы он мог успокоиться. Вернувшись, он обратился к матери погибшей девушки и сказал: «Мне так жаль, что я забрал ее у тебя». Адвокат обвиняемого попросил судью приговорить его к 35 годам, поскольку это было его первое уголовное преступление. До того, как судья вынес приговор, суд заслушал семью мужчины. Они сказали судье, что Роберт был беспокойным человеком и боролся со злоупотреблением психотропных веществ в течение многих лет. Его зависимость лишила его детства, возможностей, близких и теперь свободы. Судья отклонил ходатайство защиты о 35 годах лишения свободы. Он не верил, что это преступление страсти, и говорил непосредственно с Робертом и сказал, что одна вещь ясно дала понять, что это не какой-то спонтанный акт. Вы подумали, что Таша мертва, и ушли от ее тела в другую комнату, но затем услышали, что она все еще жива, и пошли обратно, чтобы добить ее ножом, и вы не просто ударили ее один раз, вы ударили ее 15 раз. В итоге мужчине придется просидеть в заключении до конца своей жизни без возможности условно-досрочного освобождения, если бы не одно «но». 6 декабря 2017 года Роберт Кронсберг был найден мертвым в своей камере в исправительном учреждении, он покончил с собой. А что думаете вы? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.